Будущее. В будущем благо, в будущем магнит, в будущем реальность. Николай Константинович Рерих. Художник, путешественник, археолог, писатель, общественный деятель. Такое общераспространенное определение фигуры Николая Константиновича Рериха. Деятельность его была настолько многогранна, что по каждому направлению можно проводить отдельные исследования. Но над всеми внешними проявлениями его личности в первую очередь стоит дух, неимоверной мощи, который множество воплощений накапливал ее, чтобы прозвучать вестью. Вестью про неизбежное наступление новой эры, эры огня, триумфа духа над материей. Его индивидуальность стоит вне времени, вне принадлежности к одному народу. Для всего человечества творил он, для всего человечества слагал ступени к свету. Его жена, Елена Ивановна, так писала о муже. Он был одним из тех немногих бессмертных нашего века, кто возвышается над своими современниками, подобно гиганту в мире карликов. Наш светлый и любимый будет жить в памяти народа. Просветленные сознания поймут, какой великий дух ходил по земле среди людей и будил их сознание ко всему прекрасному и тем самым вливал в них эликсир жизни. Истинно, он заложил основание новой эпохи, нового мира. Сегодня словами Николая Константиновича Рериха скажем о главном, о том, что беспокоило человечество во все времена, о том, что предсказывалось в пророчествах прадавних веков. Каково оно, будущее Земли? Что ждет нас, ее жителей? Какова роль каждого на этом пути? И настанут ли когда-то времена, о которых мечтают все поколения? Времена, когда будут царить справедливость и добро. Неудержимо сейчас несется к земле звезда утра, светлая обитель Матери мира. И своим подавляющим светом, своим знаменательно небывалым приближением предуказывает новую великую эпоху человечества. В самые мрачные времена, среди тесноты недомыслия, особенно звучно раздавался ободряющий глас о великом пришествии, о новой эре, о времени, когда человечество сумеет благоразумно и вдохновенно воспользоваться всеми сужденными возможностями. Знаем, символ его – Майтрея, Митея, Майтри, любовь, сострадание. Над этим светлым знаком всепонимания, всевмещения строится великое будущее. Будущее не существует как что-то запрограммированное и неизбежное. Оно вытекает из прошлого и создается днем сегодняшним. Действиями и мыслями мы создаем тот мир, в котором будем жить. Высшие учителя всеми силами пытаются помочь нам построить прекрасный мир, в котором человечество будет жить в соответствии с космическими законами, в гармонии с природой и мирозданием. И только от нас зависит, сможем ли мы услышать их, примем ли помощь, пойдем ли путем мира и гармонии. Николай Рерих писал: конечно, не в человеческих силах вполне определить будущее, но стремиться к нему следует всем своим сознанием. В старых писаниях находятся указания о новой сужденной эре, о великих аватарах,
приходящих для спасения человечества, о попытках архатов поднять спящий человеческий дух один раз в каждом столетии. Но до сих пор ни одна из этих попыток не удалась. Сказано, что лишь когда Таши-лама согласится быть рожденным в стране пилингом, то есть на Западе, и явится как духовный воитель, только тогда будут разрушены ошибки и невежество веков. Три основы будут слагать будущее, писал Николай Константинович, и без их осознания, принятия и реализации строительство счастливого для человечества будущего невозможно. Основы эти таковы: осознание высочайшего, мирное земное строение, благоволение как основа быта. Третья преподанная основа должна быть самой обычной в повседневном быте. Только благоволение, только доброжелательство и дружелюбие. Кому же? Да к таким же людям, к тем же самым, с которыми положен урок пройти это жизненное поле. Одним из шагов движения в будущее является осознание прошлого как корня, которое дало основу нынешнему и которое заложило ростки будущего. Это не означает, что нужно погружаться в прошлое и строить жизнь на старых формах. Прошлое есть объяснение того, какие причины стоят за сегодняшним, какие выводы можем сделать из предшествующих событий, чтобы не повторять разрушительных ошибок. И наоборот, положительный опыт из прошлого взять за пример. Николай Константинович писал: «Прошлое – лишь окно в будущее. Не знающий прошлого не может думать о будущем. Когда зовем изучать прошлое, будем это делать лишь ради будущего. Счастливое прошлое есть у всякой страны, есть у всякого места. Для будущего строительства эти старые вехи сделаются опять нужными. Из древних, чудесных камней сложите ступени грядущего». Потому-то, когда указываем беречь культурное сокровище, будем это делать не ради старости, но ради молодости. Познавая прадавнюю историю нашей Родины, Украины, мы глубже понимаем ценность этих земель как особого энергетического магнита, за владением которым идет борьба между разными народами много веков. Николай Рерих в своих исторических исследованиях неоднократно указывал на значительную роль Киева как энергоцентра и инициировал необходимость археологических раскопок на его территории и в окрестностях. Много картин посвятил он величию Руси времен Ярослава Мудрого. Останавливаемся на исследовании Киева потому, что в нем почти единственный путь углубить прошлое страны. Нам почти невозможно представить себе великолепие Киева, где достойно принимал Ярослав всех чужестранцев. Скандинавская стальная культура, унизанная сокровищами Византии, дала Киев, тот Киев, из-за которого потом восставали брат на брата, который считался матерью городов. Поразительные тона эмалей, тонкость и изящество миниатюр, простор и спокойствие храма, чудеса металлических изделий, обилие тканей, лучшие заветы великого романского стиля дали благородство Киеву. Не может ли возникнуть вопрос, каким образом Киев в самом начале истории уже оказывается таким исключительным центром культуры и искусства? Ведь Киев создался будто бы так незадолго до Владимира.
Но знаем ли мы хоть что-нибудь о создании Киева? Киев уже прельщал Олега, мужа бывалого и много знавшего. Киев еще раньше облюбовали Аскольд и Дир. До Аскольда Киев уже платил дань хазарам, и основание города отодвигается к легендарным Кию, Пеку и Хариву. В Киеве был и апостол Андрей. Зачем попал в далекие леса проповедник? Но появление его становится вполне понятным, если вспомним таинственные, богатые культы Астарты Малоазийской, открытые недавно в Киевском крае. Эти культы уже могут перенести нас в XVI-XVII века до нашей эры. И тогда уже для средоточия культа должен был существовать большой центр. Будучи человеком мира, Николай Рерих не ставил один народ выше других. Он ценил вклад каждого народа в развитие прекрасного будущего, когда человечество станет единой дружной семьей, без разделения и границ. Он писал: «Будет так, как должно быть. Уйдет наша раса, ей на смену возникнет новая. Может быть, уже образуются элементы этого нового народа. Создается еще одна ступень к мировому единству. Еще недавно казались слова об единстве мечтой несбыточной. Теперь опять гребень мировой волны, опять слова об единстве. Слова еще грубые, не похожие на великие провозвестия древности. Еще сильна основа лжи и враждебности. И еще живо все, что человечеству противоположно. Может быть, еще надо пережить ступень, противоречащую мировому единству. Но и здесь путь может быть. Пусть народности вспомнят свои корни, пусть расчленятся народы и кланы. Обессиленные очаги создадут новую, необъятную волну единства. И новые люди скажут словами общечеловеческими. Каким будет этот путь в будущее? Будет ли он быстрым и легким? Нет, трудности неизбежны. Много недостатков накопило человечество. Много раз отталкивало оно помощь высшего мира, не принимая его посланцев. Все устаревшее, все то, что тянет вниз, должно проявиться полностью и пройти трансформацию. И как процесс рождения проходит через боль, так и человечество должно пройти через тяжелый процесс очищения, чтобы смогли вырасти крылья, которые поднимут дух людской в вышину и помогут объединить земное и небесное. В своих статьях Николай Константинович приводит пророчества из древних текстов Вишну-Пураны. «И будут временные монархи на земле, цари сварливые, жестокого нрава, прилежащие ко лжи и козлу. Они будут убивать женщин и детей, они отнимут собственность подданных, жизнь их будет коротка и вожделение ненасытны. Имущество станет единым мерилом, богатство будет причиной поклонения, страсть будет единственным союзом между полами. Ложь будет средством успеха на суде, роскошь одежд будет признаком достоинства. Так в Кали-юге будет постоянное падение». И когда конец Кали-юги будет совсем близок, часть божественного существа, который существует в силу своей собственной духовной природы, калки аватара, сойдет на землю, одаренный 8 сверхчеловеческими способностями. Он уничтожит злых духов, восстановит справедливость на земле и поведет народ по пути истины.
и умы тех, кто будет жить в конце Кали-юги, пробудятся и будут так же прозрачны, как хрусталь. Люди, которые будут так преображены, дадут рождение расе, которая будет следовать законам Крита века или века чистоты. Исполнив это, он оставит облик Калки и вернется в высшие сферы. И тогда вернется Сатия, век белый. Но напрасно надеяться на то, что придет кто-то и сделает за нас всю работу, а мы будем только наслаждаться прекрасной жизнью. Неизменны законы мироздания, и самый непоколебимый среди них тот, через который не может приступить никто — закон свободной воли. И каким бы могучими не были высшие силы, но если человечество само не приложит усилий, то и чудесное будущее, которое предназначено, может не настать. Лучшее будущее. Ты должно быть лучшим. Ты должно быть лучше дня вчерашнего. Если не захотеть этого, то ведь из самого замечательного, уже сужденного, можно извлечь лишь ничтожный огарок. Все великие знаки могут быть в готовности, но если не желать блага ради им следовать, то какая же их часть видимого осуществится? Николай Константинович Рерих дает нам точное указание, что делать, какие качества нужно оставить в прошлом, к чему стремиться. Если люди думают о будущем, они, естественно, должны думать о всех тех качествах, за которые в будущем не придется стыдиться. Ехидно своей корысти, узурпаторство, нападение не может гнездиться в сердце, взыскующем лучшее будущее. Все хорошее можно спокойно взять в будущее, но плохое будет гирями на ногах. Изживание заключается в полном, исчерпывающем отказе от нежелательного свойства, и притом таком, когда в глубине сознания не останется никакого к нему тяготения, даже подсознательного. В полном одичании, в судорогах безумия произносятся самые разрушительные формулы. Когда сгущаются солнечные пятна, когда космический твердь содрогается, не пора ли сосредоточиться на мысли о том, как изгнать всеразрушающее безумие злобы? Не наступает ли последний час, чтобы развернуть запыленные кодексы добра и отмыть глаз сердца? У каждого пророка свой способ предупредить человечество. Николай Рерих пророчество доносил в виде картин и статей. От первой большой картины 23-летнего студента до последней работы признанного мастера передавал он нам высшие духовные послания, показывал тот новый мир, который предуготован человечеству, и какие трудности ждут нас на этом пути. В преддверии Первой мировой войны он создает цикл картин, в которых предвидит страшную катастрофу, которая ожидает человечество. В разгар Второй мировой войны создается картина «Последний ангел», в которой показана битва света и тьмы, и в которой принимает участие все человечество. Но восходит уже над землей новая заря. Летит на огненных крыльях София Премудрость. Путь к светлому будущему человечества
лежит через осознание красоты как источника энергии, знания как фундамента развития, этики и культуры как оружие для спасения планеты. «Основы этики и культуры всюду нужны», писал Николай Константинович. «Без этих целительных оснований угрожает возвращение в звериность и хаос. Только на почве истинной красоты, на почве подлинного знания установятся отношения между народами. Неотложно нужно, чтобы среди мировых смущений и смятений возникали маяки культуры. И если кто-то подумает, что и школ, и всяких просветительных учреждений уже достаточно, он ошибается. Если бы было достаточно просвещения, то человечество не стояло бы на пороге ужасных разложений и разрушений. Потому ближайшим долгом человечества есть внесение усиленного просвещения. Дума о культуре есть врата в будущее. Все силы, творчество, всю жизнь посвятил Николай Константинович Рерих будущему. Каждое слово его – призыв к реализации тех великих истин, которые сложат новую эпоху человечества. И как бы ни старалась тьма ставить препоны для наступления светлого будущего, уверенно и твердо звучат его слова. Вечность озаряет наше существование духом красоты, и мы должны всеми силами нашего духа идти восходящим путем величия, восторга и достижений. Все равно добро победоносно, свет побеждает тьму, и справедливость торжествует. Новый мир грядет. С оружием света в правой и левой руке напишем на щите слова, от которых не отречемся. Со всем мужеством добрый путь. Мы дойдем до победы, слышите? Ведь не может зло торжествовать. С нами свет, с нами силы высшие в битве незримо стоят. Здесь сердца, слившись мощью единою, возносят молитвы свои. Для нас сейчас все любимые, все родные и все свои. В этом общем, едином стремлении обретаем незримую мощь. Светом сердец неделимых высшему можем помочь. Мы храним заветы священные, поднимая победный щит. Наше знамя — любовь, и вера нас в жестокой борьбе укрепит. Не сломить эту силу могучую, что способна зло победить. Сердце бьется, и вечная истина в нем непрестанно звучит.